фоткаешь, не снимаешь. Я снимаю. Кабачок. Ой, ой. Всем привет! Это снова мы, и в этой серии мы расскажем о том, как наши мамы приедут к нам в гости в Сербию. А дальше мы отправимся с ними в путешествие по Сербии и не только. Следите и все увидите. Мы тут. Все женщины воруют идеи. Это видео как открытка на память. Здесь будут эмоции, смех и кадры из нашего путешествия по Сербии. Мы везем мам, они не знают куда, и сейчас будет большой сюрприз. Да. Вот такое место. Начинается. Думаем. Куда же мы пойдем? Да. Что же дальше будет? Сейчас посмотрим. Транспорт до нашего сюрприза, конечно, не самый лучший, но это не так важно. Воздушные шары. Какая красота. Серьезно, что ли? Будем летать? Да. Это подарок на день рождения. Нам с Вовой очень понравилось, что шары надули прямо к нашему приезду, и с воды их не было видно почти до самого прибытия к берегу. Получился настоящий сюрприз. Вы когда-нибудь летали на воздушных шарах? Да. Сейчас вот будет страшно на технике. Но приятно страшно. Мы долго думали, что же подарить такого яркого, запоминающегося и в то же время нематериального, чтобы не пришлось везти с собой домой в чемодане. И воздушные шары оказались идеальным решением. Поначалу мы немного переживали из-за того, что не получалось попасть на воздушный шар как можно быстрее. Было много людей. Но когда поднялись, поняли, что нам досталось идеальное время с красивым закатом. 6-0. Седина в голову. Поцелуй от сына. Кажется, подарок понравился. На следующий день мы отправились на Петровородинскую крепость в ресторан отмечать день рождения. Идем с тобой вот этой дорогой, ну как вот на фок, вот это вот, ну как дорога. На западный. На запад. Днем рождения тебя! Ура! На меня Петра. Нет, Никола на меня напал. Петрова ради. На следующий день мы отправились купаться на карьер. Было довольно ветрено, но нас это не остановило. Потом мы гуляли по центру Нови Сада и пообедали в Петрусе. На четвертый день мы поехали в Белград. Честно говоря, мы сами тут плохо ориентируемся, поэтому просто прогулялись по центру, купили сувениры и пообедали. Мамам очень понравился храм Святого Саввы, и неспроста, ведь это один из крупнейших в мире православных храмов. Стены внутри покрыты мозаикой. Ее площадь составляет 15 тысяч квадратных метров, и для ее создания было использовано около 50 миллионов элементов. Кстати, создавалась мозаика в московских мастерских под руководством российского художника Николая Мухина. В четверг мы собрали вещи и отправились в национальный парк Тара.
Первым делом заехали прокатиться на старинном поезде. Кстати, у меня на канале уже есть видео, посвященное парку Тара. Там я рассказываю про деревню Эмира Кустурицы, про ресторан с потрясающим видом и водопад в Златиборе. Ссылку оставлю в описании. Итак, возвращаемся к историческому поезду. Дорога, по которой он идет, называется Шарганская восьмерка. Это уникальная узкоколейная железная дорога в Сербии и популярная туристическая достопримечательность. В одну сторону поезд едет 40 минут и проходит через 20 тоннелей. Это наши мамы посчитали. Мы были немного удивлены тому, сколько людей с нами ехало на поезде. Сидячие места разобрали в первые же минуты. Было очень много туристов из Китая и из Индии. И лично мне не нашлось местечко у окна, поэтому пришлось ходить туда-сюда всю дорогу. Самая длинная остановка была всего 20 минут, и, честно говоря, это очень мало, потому что хочется прогуляться по рельсам, посмотреть на другие составы и просто насладиться видами. На некоторых участках дороги захватывает дух, потому что поезд едет по отвесным скалам и внизу глубокие обрывы. На обратном пути поезд делает 3 остановки по 5 минут у специально обустроенных смотровых площадок. На первой мы увидели 2 железнодорожных тоннеля, спрятанных в лесу. На станции Ядаре самая длинная остановка. Здесь мы перекусили и поднялись на горы, чтобы посмотреть на вид сверху. На следующей короткой остановке перед нами открылся невероятный вид на залитую солнцем долину. На последней смотровой площадке мы увидели крошечную церковь в объятиях огромных гор. Поездка на поезде нам очень понравилась. Мы рекомендуем. А дальше мы отправились на смотровую площадку на Баньскую стену. И там оказалось, что у моей мамы есть боязнь высоты. Это было для меня открытием. Ну вот и все. Следующим утром мы уехали из Сербии, и куда отправились, узнаете в следующем видео.